Здравствуйте, уважаемые ютуб-зрители! Традиционно на этом канале вас приветствует Андрей Деменков. Казалось, совсем недавно я знакомил вас с основными, на мой взгляд, новостями в странах Балтии за июнь. И вот уже пришло время новостей за июль. Во втором квартале 2025 года экономики всех трех стран Балтии продемонстрировали рост. Особенно выделилась Литва, чей ВВП второй квартал подряд увеличился на 3% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Это один из лучших результатов в Евросоюзе, экономика которого в целом выросла всего на 1,5%. У Латвии рост составил 2,1%, что тоже выглядит солидно на фоне ЕС. Но этот рост достигнут после снижения на 0,3% в первом квартале и в целом слабой динамики последних 2 лет. Эстония по-прежнему в хвосте. Рост во втором квартале составил всего 0,5%, и тоже после спада на 0,3% в первом. Вообще, последние 4 квартала эстонская экономика по сути топчется на месте, демонстрируя то небольшой подъем, то новый спад. Впрочем, на фоне затяжного кризиса с лета 2022 по лето 2024 и это уже неплохо. В чем у нас единство? Так это в темпах инфляции. Страны Балтии в июне вновь уверенно вырвались в лидеры Евросоюза по росту потребительских цен. По опубликованным в начале июля данным Евростата, Эстония с годовой инфляцией в 5,2% стала абсолютным чемпионом еврозоны и второй в ЕС. Однако и Латвия с ее 4% и Литва с 3,1% не так уж сильно отстали от северной соседки и превзошли многие страны Евросоюза. Особенно Кипр 0,5% и Францию 0,8%. Впрочем, Франция – одна из самых дорогих стран ЕС, там за облачным ценам уже некуда особенно расти. Главный вклад в эстонскую инфляцию внесли услуги и продовольствие. Торговые сети уже который месяц отмечают снижение продаж продовольственных товаров и рост покупок по скидочным кампаниям. В июне продовольствие было реализовано на 4% меньше, чем год назад. Однако государство в Эстонии позаботилось о том, чтобы ценовое ралли в стране не останавливалось. С 1 июля ставка налога с оборота выросла с 22% до 24%, что делает ее одной из самых высоких в Евросоюзе. Повышение предсказуемо бьет по карманам потребителей, особенно небогатых, у которых высока доля расходов на покупки продовольствия и товаров повседневной необходимости. Проблема настолько серьезна, что к утру 31 июля петиция с требованием снизить ставку налога с оборота на продукты питания собрала рекордные более 80 тысяч подписей. Во многих европейских странах действует пониженная ставка НСО на продовольствие. Но эстонские политики и чиновники из правящей коалиции утверждают, что подобные меры выиграют только торговцы, которые положат налоговый выигрыш себе в карман. Общая вялость в экономике Эстонии и рост налогов не мешают активно расти наиболее успешным компаниям страны. Один из крупнейших IT-экспортеров Эстонии, компания Nortal, в июле объявила о покупке американской фирмы Mirrorshare. Сумма сделки не разглашается, но по оценке Bloomberg речь может идти о десятках миллионов долларов. Это уже не первая зарубежная покупка Nortal. В последние годы компания активно расширяет присутствие в Германии, Объединенных Арабских Эмиратах и США. Сделка укрепляет позиции Эстонии как экспортера не только услуг, но и технологий высокого уровня. Nortal уже реализует проекты в сфере цифровизации здравоохранения, умных госуслуг и кибербезопасности. А вот в Литве на фоне хорошей экономической динамики разразился политический кризис. 31 июля в отставку подал премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, который заодно ушел с поста председателя Литовской социал-демократической партии. Поводом стал скандал с многочисленными финансовыми нарушениями премьер-министра, которые вскрыли литовские журналисты. С уходом премьера коалиция находится на грани распада, не исключены досрочные выборы. Оппозиция требует полного аудита госфинансов и потенциальных связей премьер-министра с банками. Служба расследования финансовых преступлений провела обыски в компании жены брата Палуцкаса, Данкора, которая получила европейские субсидии и закупала аккумуляторные системы у фирмы Garnis, частично принадлежащей самому премьеру. История, конечно, ужасно некрасивая.
С другой стороны, она демонстрирует, что в Литве достаточно сильно гражданское общество. И в Латвии, и в Эстонии этим летом прошли национальные праздники песни и танца, важнейшие культурные события, вписанные в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Эстония традиционно проводит праздник песни и танца раз в 5 лет, и в нынешнем году он также стал ярким событием. С 3 по 6 июля, невзирая на дождливую погоду, в празднествах на Певческом поле в Таллине приняли участие десятки тысяч исполнителей со всей страны. На главном концерте выступили около 22 тысяч, а общее число зрителей на всех мероприятиях превысило 150 тысяч. Прямая трансляция финального концерта собрала свыше 1 миллиона просмотров на YouTube и стала самым популярным культурным видео лета в Эстонии. С 5 по 13 июля в Латвии праздник песни и танца школьной молодежи собрал рекордные 43 тысячи участников и более 500 тысяч зрителей. Основной концерт транслировался в прямом эфире. Видеозапись уже набрала почти 2 миллиона просмотров на YouTube. А 24 июля все на том же Певческом поле в Таллине, там же, где в июне выступали Imagine Dragons и Джастин Тимберлейк, дала грандиозный концерт именитая австралийская группа AC/DC. Выступление в рамках тура Power Up собрало по оценкам организаторов до 65 тысяч зрителей. Это был самый масштабный коммерческий концерт лета в Балтии. Легенды рока привлекли не только жителей Эстонии. На концерт приехали фанаты из Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Польши. Гостиницы были переполнены. Местные власти говорят о заметном росте доходов от туризма. Таллин в очередной раз подтвердил, что умеет принимать большие шоу и делать на этом деньги. Это событие внесет лепту уже в ВВП за 3-й квартал. Что ж, на сегодня все. До новых встреч!